Старый фермер уже заканчивал свои дела. Оставалось только закрыть двор, и можно было идти спать. Как вдруг он услышал какие-то странные звуки, доносившиеся из стойла с лошадью. Лошадь как будто била копытом о дверь и просилась наружу. Мужчина сразу пошел посмотреть, что там происходит, прихватив с собой ружье, на всякий случай. Он аккуратно открыл дверь, лошадь все так же была неспокойна. Она била копытом о землю и возмущенно фыркала. Андрей зашел в стойло и не заметил ничего необычного. Он решил, что это опять выходки кобылы. Он подошел к ней и погладил по голове. И пока гладил, краем глаза заметил что-то странное в углу сарая. Андрей подошел поближе и аккуратно раздвинул сено. Там лежал маленький серый щенок. Но как он тут оказался? Раздвигая подстилку, он заметил подкоп, который вел из задней стены сарая. Свежий подкоп. Но он был больше, чем был бы необходим маленькому щенку. Что-то тут не сходилось. Андрей вернулся, чтобы посмотреть на щенка. Маленький и серый, он был мало похож на обычную собаку. Андрей заметил, что у него уже проросли зубы, а на лапах были когти. Фермер понял не сразу, но, наконец, до него дошло. Это был волк. Щенок волка. Лошадь в это время все еще недовольно фыркала. Андрею все стало понятно. Она почуяла запах волка, вот и не находила себе места. Он подумал, что волчонок ранен, но, осмотрев его, понял, что на нем была не его кровь. Андрей закутал волчонка в покрывало и понес домой. Щенок был какой-то усталый, неактивный и не проявлял никакого интереса к мужчине. Тот поставил его на пол, а сам сел и стал думать, что же ему делать теперь с этим малышом и как он тут оказался. Видимо, раз подкоп был большой, значит, скорее всего, его принесла волчица. А раз на волчонке была кровь, значит, волчица была ранена. Она решила таким образом спасти волчонка, но почему именно ко мне? Андрей, конечно, слышал много историй о том, как умны волки, но никогда не мог подумать о том, что такое может случиться с ним. Мужчина решил попробовать покормить волчонка, а на следующий день хотел сходить и проверить округу, может, ему удастся найти следы той волчицы. Он нашел в холодильнике немного мяса, но волчонок отказывался есть. Он просто лежал и грустил, а в его глазах Андрей видел слезы. Тогда мужчина попробовал налить молока, но волчонок отказался и от него. Видимо, грустит по матери. Так и ушел мужчина спать, оставив дверь в спальню открытой. Ночью он слышал, как попискивает волчонок, а у фермера от этих звуков просто разрывалось сердце. Он встал, подошел к волчонку и погладил его. Малыш ответил на заботу. Тогда мужчина взял его на руки и стал укачивать. Ему ничего не оставалось, как сесть в кресло и продолжить убаюкивать волчонка. Так фермер и уснул в своем кресле, а волчонок у него на коленях. С утра мужчина проснулся от того, что волчонок лизал ему щеку. Андрей проснулся и погладил щенка по голове. Он сказал, что скоро пойдет на поиски его мамы. А волчонок вертел головой, когда мужчина с ним разговаривал и, казалось, немного повеселел, но от еды он все равно отказывался. Волчонок во всем его сопровождал. Похоже, он принял его в свою стаю, думал мужчина, улыбаясь своим же мыслям. Настало время выдвигаться на поиски. Андрей решил, что волчонка нужно взять с собой. Вдруг он учует след и поможет в поисках волчицы. Мужчина выпустил кобылу на прогулку, покормил остальных животных и отправился в путь. Волчонок смешно ковылял за ним, а Андрею приходилось идти медленнее, чтобы волчонок за ним успевал. Сначала мужчина решил осмотреть следы сзади сарая, со стороны подкопа. Было видно, что волчица скреблась прямо о стены, там остались следы когтей и крови. Видимо, она пришла через место, где нет забора, с задней части двора. Андрей с волчонком вышли туда. Вдруг волчонок стал серьезен и стал принюхиваться. Потом он как будто взял след и пошел вперед. Мужчина подумал, что совсем не зря взял волчонка с собой. Волчонок вел его за собой, то останавливаясь и внюхиваясь, то быстрым шагом шел по следу, который только он и видел.
По пути мужчина замечал небольшие красные следы на траве. Наконец волчонок остановился. След прервался. Прервался у дома одного нехорошего человека. Волчонок заскулил, стал скрести калитку и пытался сделать подкоп под нее. Андрей понимал, что с этим человеком по-хорошему не договориться, но все же решил зайти и поговорить. Он постучал в калитку, но никто не отозвался. Тогда мужчина поглядел в прорезь между досками забора. Он увидел клетку с волком, вернее с волчицей. Она лежала в большой клетке и не обращала внимания на то, что мужчина стучался в калитку. Зачем нужно было это делать? Зачем нужно было ловить волка и сажать его в клетку? На эти вопросы у Андрея не находилось объяснения. Он перелез через забор и спрыгнул во двор. Волчица, наконец, обратила на него внимание. Андрей посмотрел на нее и заметил, что ее лапа ранена. Мужчина тихо, показывая волчице, что он не желает ей зла, начал к ней подходить, а потом аккуратно открыл клетку. Волчица никак не реагировала на действия мужчины. Тогда он осмелился зайти прямо к ней. Мужчина стал уговаривать волчицу скорее вставать и уходить, но та была настолько слаба, что не могла даже подняться. Ничего не оставалось, как взвалить ее на себя и нести самому. По ту сторону забора жалобно запищал щенок. Волчица мгновенно навострила уши, кое-как встала, но тут же рухнула. Андрей понял, что волчонок его предупреждает, что надо действовать быстрее. Мужчина с большими усилиями взвалил волчицу себе на плечи и быстро вышел. Закрывать клетку он не стал, все равно понятно, что тут кто-то был, и пошел скорее домой, позвав волчонка. Как только он скрылся с волчицей за углом, он услышал, как вернулся хозяин, и как он был возмущен тем, что волк пропал. Андрей подумал, что это ему еще вернется, но сейчас было не до этого. Он нес волчицу на себе, а волчонок ковылял за ними. И кажется, что он понимал, что его мама наконец-то с ним. Они дошли до дома, и мужчина наконец смог посмотреть, что же с волчицей. У нее было несколько ранений, но при грамотном лечении она сможет выжить. Хотя, скорее всего, охотиться она уже не сможет. Лапа была перебита. И вообще было удивительно, как она смогла спрятать волчонка и убежать с такими ранениями. Мужчина сделал ей перевязку и оставил отдыхать. Волчонок теперь лежал рядом со своей мамой. А сам мужчина сделал себе чай, положил ружье на стол и стал ждать гостей. Они не заставили себя долго ждать. Через небольшой промежуток времени в дом Андрея настойчиво постучались. Он выглянул в окно. Несколько мужчин стояли и настойчиво колотили в дверь. Видимо, вычислили по следу, подумал про себя мужчина. Он взял ружье и открыл дверь. Пыл мужчин сразу остыл. Они были хоть и наглыми, но трусами по своей натуре. Андрей не стал разбираться, зачем они ловили волчицу. Тем более, когда у нее совсем маленький волчонок. А просто сказал им уходить. Сказал, что волчица теперь останется с ним. Итак, мужчина стал лечить волчицу. Через несколько недель она поправилась. Но, как он и предполагал, ранение на лапы оказалось слишком серьезным. Она больше не могла самостоятельно охотиться. Поэтому теперь у него, помимо хозяйства и лошади, стали жить два волка. Мужчина ни о чем не жалел, ведь у него появились замечательные охранники и верные друзья. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.